Ребят, всем привет, с вами Баджер, мифические мутные пазлы. Сегодня мы будем смотреть обзор на героя Серапис. Этот персонаж мне выпал в прошлом месяце, я его так, по чуть-чуть подкачиваю. Фиолетовая пятерочка с 5-го сезона. Достаточно интересный, хоть и узконаправленный персонаж. Вот, что интересно, то что он мне выпал прям сразу после того, как я вкачал свою еще одну низкую пятерку в Риколакса, который тоже мультишотер. Вот, и теперь мне придется Сераписа, походу, вкачивать на фулл, потому что он пойдет у меня в определенные места. Есть у него необычные задания в этой игре. По самому герою, вот, Серапис, мост между пантеонами, стандартная абсолютно сила героя. У него очень хороший класс, клирик, Миртайн. Он может сопротивляться от всякой гадости, любой, от блокировок. Короче, один из самых имбовых классов в этой игре. Есть семья Фантастический Страж. Это классическая семья 5-го сезона, которая дает нам шанс при использовании ультимейта родить на доске камень того цвета, какого больше всего на поле. И этот камень в сочетании с другими камнями при комбинации будет наносить, точнее вся комбинация будет наносить на 50% урона больше. Ну и плюс, опять-таки, при прохождении легендарных уровней 5-го сезона данный герой увеличивает количество ходов, доступных для прохождения. Такое. По пассивке. Сломанная вера. Если враг с эффектом неверующий убит, этот герой восстанавливает умеренное количество маны. Что это значит? Это значит, что если мы ультим во врага, после этого он умирает, то мы получаем много маны. Ну окей, хорошо, пускай будет. И плюс пассивочка от рун, опять-таки, героев 5-го сезона. После того, как мы соберем 20 фиолетовых камней, на поле появится руна, которую можно взорвать и которая восстановит нам 10% хп всем союзникам. Тоже неплохо, хороший бонус. По статам, ребят, Серапис имеет 784 атаки, 764 брони и 1424 жизни. Отличные статы, много всего. Как на сейчас виден определенный закос в атаку. И, собственно, тут такое, нужно понимать, что данный персонаж в теории может использоваться и в команде обороны, но я бы все-таки отдал предпочтение его брать в атаку в определенные моменты, поэтому я лично буду ему качать атаку и хитпоинты. Но если вдруг вы захотите его поставить в команду обороны, то, естественно, качайте эмблемами, броню и жизни. Идем дальше, идем к его ультимейту. Называется он Сила Веры. Имеет низкую скорость набора маны, то есть при классных артефактах на ману и классных отрядах на ману мы будем заряжаться с 10 камней. Ну, блин, окей. Такие герои, они тоже имеют право на жизнь в определенных ситуациях в этой игре. Лично я впервые тестировал нормально Сераписа как раз таки на стандартизированном турнире, как только я его поймал. И там был стандартизированный турнир как раз таки на быстрой мане. И этот персонаж вообще очень круто себя зарекомендовал. Ну, давайте непосредственно к ультимейту. Серапис наносит 260% урона 5 случайным противникам. То есть, что это у нас? Это у нас мультишотер. Стоит отметить сразу же, что при повышении уровня ультимейта и при добавлении артефактов на +1 или +2 к навыку героя, единственное, что будет увеличиваться в Сераписа, это как раз таки урон. То есть можно его будет разогнать там до 280, по-моему, процентов урона 5 случайным противникам. Вот. Уже можете делать выводы, куда этот герой хорошо пойдет. Налагает эффект неверующий, тот как раз от которого будет работать пассивка наша. На врагов, получивших урон на 4 хода. Навык врагов с эффектом неверующий меняется на наносит 300% урона цели. Если собственное здоровье менее 50%, то мы налагаем эффект неверующий на врагов, получивших урон, тоже опять-таки на 4 хода. Но теперь этот навык остается такой же, наносит 300% урона цели, но его не можно снять. Или нельзя снять. Вся разница
между тем, больше у нас половины хп или меньше, только в том, что это будет снимаемый баф или не снимаемый. Ну как, это даже не баф, а дебаф по факту. Что значит вот этот вот неверующий? Что это значит вообще этот вот навык такой интересный? Это значит, что те герои, на которых попадает наш ультимейт, то есть это в теории может быть 5 разных героев, потому что Серапис дает по 5. Это значит, что эти вражеские герои, на которых будет навешан вот этот дебаф неверующий, они когда будут заряжаться, то они будут использовать свой ультимейт не по назначению, они будут использовать как раз таки замененный ультимейт, который наносит 300% урона цели. То есть, если это хиллер вражеский, он будет бить 300% урона в определенную цель, он не будет хилить. Если это Пазузу вражеский, он не будет кидать 350 копий ваших союзников, он нанесет 300% урона одной цели. На самом деле это круто, если знать, против кого мы играем и в какой ситуации, конечно же, мы будем ультить. Ну, понятное дело, что если у нас все союзники уже дохлые-придохлые, там буквально с одной тычки поумирают, а мы там разультились и вражеский хиллер там условно готовится уже ультить, то понятное дело, что нам было бы интереснее, если бы он там отхилился и дал нам еще шанс там что-то сделать на поле боя, а не просто Вернякова будет убивать нас. Ну, это такое. Хороший ультимейт, на самом деле. Я предлагаю пойти сейчас в какой-то рейд и посмотреть, как он там будет работать. Вот, поэтому прерываемся буквально на секунду. Ну и в общем, ребят, я решил особо не изобретать велосипед, решил просто пойти на Данте классической команды, ну относительно классической, которая у меня на войнах иногда работает, но вместо нее там немножко другие герои и в Риколакс вместо Сераписа. Но здесь суть, в общем-то, такова, что один из вариантов, как им хорошо отыгрывать, это отыграть от Мэри Рид, потому что Мэри Рид как раз таки должна быть в команде с теми бойцами, которым тяжело заряжаться. Ну и сейчас я думаю, что мне, в принципе, хватит миньонов, чтобы зарядить Артемиду. Давайте просто используем ее, посмотрим, как это будет работать. Вот, зарядилась. Давайте мы снимем сейчас щиточки все. Пройдемся, срежем броню сразу, бафнем атаку, срежем стихийку. И теперь вот под этим всем Серапис, под этими всякими бафами разультится. Он там наносит чуть-чуть урона. Блин, правда, он всех поубивал, я не смогу увидеть, как работает его дебаф. Ну, суть в том, что можно работать вот конкретно вот таким образом, когда чувак просто уносит там половину вражеской команды. Но это нужно иметь определенную команду, это нужно, понятное дело, иметь кучу хороших героев, которые будут стакаться. Ну и нужно иметь 7 камней для Мэри Рид, точнее 6 или даже 5, если она на прорыве. Сейчас давайте все-таки посмотрим еще какой-то вариант, где мы сможем рассмотреть, как работает его дебаф. Вот опять я не изобретал велосипед, пошел опять на Данте для того, чтобы легко зарядиться. Уже моего Сераписа некачественно пытаются максимально убить, но что мы сделаем сейчас? Мы сейчас просто снимем с врагов щиточки для того, чтобы не было отражения по дебафу. Ну и, собственно, посмотрим. Давайте, кто у нас там будет ультить? Вот, наверное, да, Гильгамеш, наверное, будет быстренько ультить. Сейчас мы в него зеленые камни тем более прокинем. Давайте разультимся в него, без никаких срезов, без ничего, просто чтобы посмотреть. Вот, на нем и на Левиафане, и на Морене появились вот такие вот дебафы. Навык изменен на не может быть развеян. И, то есть, у нас как бы у Сераписа меньше половины хп, очевидно. Поэтому сейчас конкретно Гильгамеш, да, он будет ультить в одного. И он без себя не смог снять в любом случае этот дебаф. Круто. Ну, понятное дело, что меня убили, это не страшно. И, ну что поделать, что поделать. Попробуем сейчас еще вот, например, Левиафана, да, зарядить. Там еще на нем будет висеть этот дебаф 2 хода. Нам как раз этого хватит, чтобы посмотреть, что он тоже сейчас... Ну, ладно, ребят, не посмотрим. Давайте тогда еще раз в Гильгамеша зарядимся. Пускай еще раз ультанет. Вот, видите, он просто не бьет по троим, не бьет по всем. Он не делает ничего, как и любой другой герой. Данте точно так же и был бы задействован. Он бы просто
ударил в кого-то одного, в одну рандомную цель. Поэтому, в общем и целом, достаточно рабочий ультимейт. Но теперь что самое интересное. Это у меня, кстати, этот боец Серапис, он был на вот таком вот уровне прокачки. Чтобы вы понимали, естественно, когда он будет на полностью прокачанном этапе, на всех эмблемах, он будет лупить, дай боже, под всеми срезами. Но где мы его будем использовать? Первое, это, конечно же, турики на быстрой мане. Он там будет себя чувствовать прекрасно. Я это сам уже лично проверил, это прям кайф. Второе, я его буду качать под мифического титана. Это мультишотер. Причем, как ни странно, мультишотер, который бьет больше, чем тот мультишотер, которого я только-только вот докачал фактически, только я в Риколакса вкачал. Тут мне выпадает еще один фиолетовый, но который там со своими приколами, но он просто банально наносит больше урона. Поэтому Сераписа я буду качать на мифа. Он туда подойдет. Это, конечно же, не печенька, это не корнисомния, но я думаю, что там какие-то полторашку миллиона урона он рожать сможет. Ну, при правильных героях, конечно же. Дальше. Всякие ивенты, там вот типа как сейчас Паралимпиада была, он туда тоже пойдет, если вы играете через наборы с маной. То есть вы просто заряжаете героев бутылочками маны, он всех разносит. Серапис так работает, точно так же, как и работает сейчас у меня в Риколаксе. Я тоже фиолетовой командой прохожу эти всякие ивенты на легендарке. Серапис сюда тоже зайдет, им можно попадать в топы легко. Плюс он может использоваться на войнах в командах обороны, но если его ставить, ребят, то ставить скорее все-таки в центр или на плечо, но центр это должен быть абсолютно точно какой-то Данте, а другое плечо это точно должен быть какой-то герой, который разгоняет ману, потому что Серапис будет заряжаться в вечность. Вот, если он заряжается, если он будет стоять в центре, то, естественно, ему нужно эмки качать на броню и на хитпоинты. У него класс позволяет стоять в центре ему, в принципе, но нужно, конечно же, бояться желтого мона, ну, это понятное дело. Но я бы его предпочел использовать все-таки на плече с героем, который разгоняет ману. Ну, а лучше, конечно же, я его предпочел бы в команде атаки, в фановых тапках а-ля с Мэри Рид. У меня такой тапок один есть, он сейчас используется с Риколаксом. Но чисто для прикола, я думаю, Серапис точно так же сможет хорошо отыграть в атаке. Там, на самом деле, команды, ну, это нужно иметь хороших героев, это нужно иметь и саму Мэри Рид, как минимум. Это нужно иметь, там, как минимум, стихийного бронереза, как минимум, там еще какого-то баффера и диспела. И там нужно, короче, целый стак хороших героев, чтобы оно все сработало. Ну, зато там в таких условиях можно идти на Данте, там хоть и 6200 проверено, и там заряжаясь с 6 камней, точнее даже с 5 Мэри Рид мы заряжаем, там если по 2 миньона на врагах есть, то это все, это похороны для соперников. Поэтому, в принципе, герой в атаку тоже пойдет, несмотря на то, что он низкий. Но, ребят, если вы будете его брать как классического героя, без Мэри Рид, без бафферов на атаку, то вы 10 камней задолбаетесь, конечно, собирать по полю, поэтому лучше его использовать конкретно с Мэри Рид. Но его целевое предназначение это ивенты, ребят, и это мифический титан. Собственно, там я и буду его использовать. Герой прикольный, у него хороший дебаф, который меняет ультимейты врагов. На самом деле, во многих случаях это может очень сильно спасти, особенно если вас уже хочет ультить какой-то там непонятный отхил или непонятный пазик. Короче, это можно знатно поднасрать врагам, поэтому, ну, достаточно прикольно. Этому герою я поставлю, наверное, 7,5. 7,5 из 10. До имбы ему далеко, скорость набора маны понятная, ему еще есть куда расти, но в общем и целом это очень-очень крепкий топовый герой, который найдет свое предназначение опять-таки в ивентах на Миф Титане и в очень узконаправленных командах атаки на войнах. Поэтому, повторюсь, еще раз, заслуженная оценка 7,5 из 10, герой более чем достойный, я его точно буду качать и буду качать в ближайшем будущем. Вас поздравляю, если вы его поймали, прокачивайте, оно того стоит. Да и в принципе на этом все.
Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите комментарии, как вам этот персонаж, что вы про него думаете. Оформляйте спонсорство и будьте молодцами. Всем всего хорошего. Пока.